Здравствуйте, самые лучшие в мире зрители! Меня зовут Полина. Красивые ткани. И как вы думаете, что я с ними сегодня буду делать? Правильно, будем вышивать на швейной машинке. Мне ведь мало расцветок. Вы, конечно, помните ткань с рисунком под старое письмо. И мне захотелось посмотреть, как будет выглядеть эта ткань, украшенная вышивкой. Машинка у меня Юника 1500, швейно-вышивальная. Почему бы и нет? Все манипуляции выполняем с выключенным двигателем. Для начала меняем лапку. Убираем стандартную, откручиваем стойку и устанавливаем специальную лапку для вышивания. Она идет в комплекте к машинке. Фиксируем ее винтом. После этого убираем стандартную платформу и устанавливаем столик для вышивания. В комплекте к машинке есть шпаргалка, рисунки, которые можно вышить. А я хочу вышить красивую бабочку. Теперь включаем машинку, и она переходит в режим вышивки. Готовим ткань и пяльца. Ткань плотный лен, но я его еще дополнительно проклеила с флизелином. Намечаем середину и вставляем в пяльца лицевой стороной наверх. Ткань должна быть очень туго натянута. От этого будет зависеть качество вышивки. После этого пяльца фиксируем на раме машинки. Для удобства работы есть двойной подъем лапки. Я вам уже открыла секрет, где приобретаю ткани для творчества. Вроде уже достаточно, но, сами понимаете, чем богаче палитра, тем интереснее можно сделать изделие. А я готовлюсь к новому проекту и зашла на сайт интернет-магазина «Любимый Василек». Да-да, вот так утром нападут сразу подушка, одеяло и покрывало, и как заорут: «А ну, мордой в кровать, лежать, не двигаться!» На работе только будет сложно объяснительную писать. Ну ничего, Миша у нас справится. Цветы для девушки, как носки для мужчины. Обязательно надо понюхать. Мужские носки – странный предмет. Постирал 20 пар, одинаковых нет. А тканей много не бывает. Для вышивки воспользуемся красивыми нитками. Конечно, лучше использовать специальные нитки для вышивания. Они более блестящие, но попробуем пошить просто универсальными. На сенсорной панели управления стилусом нажимаем на изображение цветочка и выбираем нужный рисунок. Мне нужна бабочка под номером 4. После этого нажимаем на ее изображение и переходим к работе с этим рисунком. Самое главное – уточнить границы. Нажимаем на экране на знак кругового движения. Сами видите, что границы вышивки выходят за пяльца. Исправляем это, нажимаем на изображение стрелки вверх и двигаем рамку. После этого опять проверяем границы. Можно сделать небольшую коррекцию. Мне захотелось повернуть изображение на 90 градусов. Нажимаем на кнопочку. После этого приступаем к вышивке. Опускаем лапку и нажимаем на кнопку «Пуск». Идет процесс вышивки. Машинка делает все сама. После окончания вышивки она останавливается, а мы делаем обрезку нити и пяльца освобождаем от рамки. Оцениваем полученный результат с лицевой стороны и с изнаночной. Освобождаем вышивку из пялец, раскручиваем винт. А теперь остается только тщательно все разутюжить. Но это еще не все. Где-то у меня есть мысль шить большой квилт, а в каждом элементе которого будет располагаться вышивка. Поэтому в пяльцах закрепляем другую ткань, тоже лен, проклеенный флизелином.
Выбираем новый рисунок. Меняем нитки. В схеме к рисунку указано, что он вышивается двумя цветами, и первым идет зеленый цвет. На экране видно, каким цветом будет выполнен нужный элемент. Каждый раз надо уточнять, где именно будет располагаться вышивка. Начинаем работу. Опускаем лапку, нажимаем кнопочку «Пуск», и машинка начинает шить сама. На экране мы можем следить, сколько стежков уже сделано, а сколько осталось. Конечно, за этим очень интересно наблюдать. Можно смотреть на схему, считать листочки. Так, но у меня случилась непредвиденная ситуация. Оборвалась верхняя нить. Машинка подала сигнал и остановилась. И на экране показала причину поломки. Я нитку перезаправила и продолжила дальше работу. Когда отшиты все листочки, машинка подает сигнал и останавливается. Для продолжения работы надо поменять цвет ниток и начать шить дальше. Но в этот момент мне захотелось немного поэкспериментировать. Я прервала работу, вытащила пяльца, нашла свои запасы красивых атласных ленточек и стала работать уже с ними. А что из этого получится, вы увидите уже в следующем видео. Следите за новостями на канале, заходите почаще, подписывайтесь, чтобы не пропустить мое новое видео. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!